Всех приветствую на своем канале «Все будет сшито». Сегодня покажу, как я шью мужские трусы-боксеры. В помощь мне будет мой каверлок Mary Look 075. Но также их можно шить и на обыкновенной швейной машинке, используя трикотажные строчки. Итак, вы выкроили детали. Что у вас должно получиться? Задняя часть трусов боксеров вот такая. Далее две передние части. Здесь вот у меня иголочка сколотая выкроила. Вот такие в зеркальном отображении. Так, еще тут есть иголки. То есть вот, чтобы вам было понятно. Вот так они будут друг другу. Раз, два. Так, здесь будет гульфик. Он тоже состоит из двух частей, из двух деталей одинаковых. То есть вот гульфик будет вот так пришиваться. Здесь будет соединение и с изнанки тоже будет, то есть он будет двойной. Одна женщина показывала, как она шьет трусы, и она вот эту деталь называла карманчик. Я чуть не упала со смеху. Конечно же, это не карманчик, туда ничего не ложат, туда только помещают. И две детали ластовицы. Некоторые шьют и с одной деталью, я всегда шью с двумя, тоже лицевая и изнаночная сторона. И немного можно проверить, правильно ли вы сделали выкройку. Каким образом? Ну, если это у нас детали переда, и я вам сказала, что пришивается сюда гульфик, две детали гульфика, значит, берете вот так вот, складываете его. А тут не смотрите, что у меня как бы получился угол. Это все строчкой закруглю я. И можете проверить. Вот эта сторона, которая прямая, она должна быть равна длине вот передней детали. Вот так вот приложьте и посмотрите. Вот так она будет пришиваться, видите? Либо лентой. Еще раз показываю. Вот так прислоняйте. Так, так, так. Совпадает? Вот смотрите, чтобы совпало. Либо лентой. Здесь смерили. У меня 26. Значит, и тут вот так вот на ребро ставим ленту. Должно быть 26. Так, еще обязательно проверьте вот что. Так, значит, это у нас передние детали. Здесь будет боковой шов, правильно? Можно одну деталь взять. И он будет сшиваться задней деталью. То есть берем заднюю деталь, тоже где боковой шов, соединяем. И они тоже должны, длины деталей, совпадать. Плохо, наверное, видно. Вот так вот. Ну, хотя бы в этом себя проверьте. Вот покажу, какие я трусы сшила. И плюс резиночка, конечно, будет 2,5 или 3 сантиметра, 3,5 по ширине. Мужчин у меня много. Так, я, наверное, увеличу. Мужчин у меня много, так что трусов надо много. Вот такие, зайцами. Год зайца у нас.
Но это 50-52 размер. И вот такие. Трусы можно шить и на швейной машинке без оверлока. Может быть, даже это я и покажу. Это задняя часть. Вот это у нас шов у резинки. Некоторые делают впереди его, а не сзади. Вот здесь вот. И потом нашивают какую-нибудь красивую бирочку от каких-нибудь изделий. Осталось там, допустим. Можно отпороть от старых. Итак, начинаем. С чего мы начинаем? Мы начинаем совмещать детали гольфика. Так, сшили гульфик вот в этой его части. Здесь кто-то заправляет ниточку большой иголкой. Я так в основном либо завязываю вручную, либо просто ниточку вот так затягиваю. Итак, что мы делаем? Берем одну половинку передней части трусов, вот, и прикалываем теперь гульфик. Каким образом? Вот так выворачиваем, здесь у нас прошито уже, и закрепляем иголочками. Вот так. Так делаем. Скрепили. Вот иголочки. Вот так у нас получается. Всего на 4 иголки я сделала, потому что, а сейчас более часто будем скалывать. Теперь с левой стороны, где деталь у нас переда, берем вторую деталь гульфика и прикладываем изнанку с лицевой, то есть перекалываем вот эти булавочки и более часто это делаем для того, чтобы удобнее было проложить шов. То есть вот я дополнительную возьму. Кто как бы думает, что у него что-то не совпадет, не получится красивая строчка, можно наметать. То есть у нас вот так должно получиться. Так. И здесь вот так. То есть уже представляете, да? Лицо, две детали гульфика, друг другу они изнанкой, то есть вот эта деталь гульфика у нас будет на изнанке. Все, делаем здесь строчку. Как я уже говорила, ни разу иголкой вот этой не пользовалась, хотя мне ее подарили в швейном отделе, в магазине швейного отдела.
Не буду рекламировать его, девчонки, потому что они знают, что я хожу туда. Вот так это делается. Специально, видите, такие иголочки. И вот так туда в шов и прячем просто эту ниточку. То есть для меня это кажется, что это проблемно. Хотя, может быть, и потом мне и понравится. Вот так. Все. Она там спрятана. Итак, мы прошили, иголочки убрали при шитье. Вот так у нас получилось. Теперь берем вторую половинку передней части. И нам нужно точно так же прошить. Что мы делаем? Лицо к лицу скалываем. Ну вот так же я на 4 булавочки скололи. Вот у нас что получилось. Так, переворачиваем. И эту же часть нам надо пришить. И пришить как-то вот так. Правильно? Поэтому что мы делаем? Это фокус. Не знаю, но он работает. Переворачиваем ее. Здесь скатываем деталь. И вот этот гульфик мы скалываем сюда. То есть получается уже внутренняя часть гульфика с изнанкой передней детали. Опять берем побольше уже булавочек. Вот такой у меня магнитик есть, купила в строительном магазине. Скалываем и опять на верлаке прошиваем. Можно прошить и на швейной машинке зигзагом. Все, что делается на верлоке, можно делать трикотажными строчками, такие как зигзаг или что-то другая какая-то строчка, может быть, у вас есть. Я и то шила на своей старой модели машинки Бразер трусы именно зигзагом. Все, чтобы у нас совпадало. И опять проходим строчку. Вот что у нас такой рулик получился пока. Вот видите, тут гульфик и тут гульфик. И внутри деталь переда. И это все мы сейчас сшиваем. Следующий этап. Вот так у нас получилось. Сшили, выворачиваем. И о чудо! Посмотрите, что у нас получилось. Передняя часть трусов, задняя часть трусов. Ну и дальше лицом к лицу. Это у нас уже полностью передняя часть. Эту прикладом заднюю часть. И теперь делаем строчку по бокам. Здесь с одного бока и с другого. Также прокладываем строчку. Делаем. Итак, сшили боковые швы. Дальше что делаем? Берем ластовицу, 2 детали, скалываем. Вот при выкройке у вас должна быть одна сторона длиннее, другая покороче. Видите? Та, которая у вас больше, длиннее,
ее прикладывают к задней части трусов. То есть берем, находим серединку, вот, и скалываем ее в задней части трусов тоже с серединкой. Лицо к лицу. Одну сторону, другую сторону. Вот так вот. Тоже делаю на 3 булавочки всего, потому что, как вы догадались, сейчас еще и вторую деталь будем прикалывать ластовицы. Вот так скололи. Вот она. Вот так вот скалываем. Прошиваем. То есть у нас ластовица лицевой частью внутри, далее идет часть трусов, задняя деталь, и здесь ластовица тоже лицевой частью вовнутрь, и проходим опять строчку на оверлоке. Сейчас я доколю и пойду на машинку. Сшили. Вот так у вас должно быть. И понятно, что теперь нам это надо пришить передним половинкам. То есть у нас сейчас вот так. Что мы делаем? Эту часть скалываем с передней частью. Находим опять серединочку, да? Вот. И как раз это должно идти сюда, вот к этому шву. Можете осноровить, если что-то здесь. Вот у меня, допустим, видите, та часть, которая внутри гульфик, немножко выходит. То есть я подрежу, опять скалывая иголочками. Вот так. Вот так скололи. Теперь эту часть нам ведь надо как-то вот так сколоть, чтобы с изнанки у нас была вот такая ластовица на лицевой стороне. То есть таким же образом, как мы делали с гульфиком. Сворачиваем. Дальше переворачиваем, нашли и опять скалываем. Вот такой опять ролик у нас будет. Опять скалываем иголочки и делаем строчку на оверлоке либо зигзагом. И опять будет у нас фокус.
Сшили, выворачиваем. Потихоньку, потихонечку. И вот опять чудо. Все обработано, швов не видно. Вот так. Теперь что мы делаем? Теперь обрабатываем низ изделия. То есть как можно сделать? Можно на оверлоке строчку сделать и потом подогнуть с помощью двойной иглы. Можно 2 раза подогнуть. Раз загнуть и 2. И опять пройти зигзагом на обыкновенной швейной машинке. Обрабатываем низ. Итак, нижнюю часть трусов я обметала на оверлоке. То есть у меня не оверлок, а каверлок. Как-нибудь будет видео, и я там покажу вам, какой у меня красавец каверлок Mary Look 075. Теперь я хочу сделать подгибку и прострочить двойной иглой. Не бойтесь шить двойной иглой. Сейчас покажу, как ее заправлять. Итак, вот видите, у меня старой модели машинка Бразер. Берем катушку ниток, вставляем, как обычно мы это делаем, и заправляем, как вы заправляете на своей машинке. Там у меня уже стоит двойная игла. Ну, сейчас я могу ее достать, показать вам. Вот что из себя представляет двойная игла. Значит, расстояние между иглами может быть различное. В этой части иглы закругленная такая у нас часть, а здесь плоская. Так вот, плоской мы направляем назад от себя, а здесь впереди нас закругленная часть. Вставляем эту иголочку, как вы вставляете и обычную иголку. Закручиваем вот этот винт, ну, как обычно вставили. Значит, режим тоже посмотрите, у меня это тройка, то есть троечка это прямая строчка, и двойка прямая, и четверка, но мне нужно именно тройку на моей машинке. Только при тройке, вот если сейчас я маховое колесо буду опускать, у меня иголочки попадают именно туда, где у нас в игольной пластине отверстие есть. Сейчас продемонстрирую. Четверочку сделала режим. Вот видите, все, игла не идет, она упирается и в лапку. Лапка у меня не регулируется. Позиционирование иглы тоже. Так, только вот, в общем, выбрали режим, проверили. Далее берем другую катушку ниток, вставляем. Вот такая у вас должна быть часть съемная. И точно так же эту иголку заправляем, как и заправляли первую ниточку. Точно так же. Ну и что они заходят друг на друга. Точно так же. Точно так же мы здесь огибаем. И вот они, две ниточки. Теперь одну нужно в одну иголку вдеть, другую в другую.
принципе без разницы. Заправляем. Заправили. То есть у нас сейчас 3 ниточки. Одна из челнока и 2 верхние. Вот. Убираем назад. И я вам покажу на кусочке трикотажа. Потому что на трусах не будет видно, что у нас получается. Так как обметка и шов будут накладываться на обметочный шов. Опускаем лапку. Нажимаем педаль, шьем. Сейчас покажу шов. Вот такой получается шов. Изнанка вот такая будет. Видно? Темновато, да? То есть не бойтесь шить двойной иглой. Такой шов тянется немного. Вот так вот я обработаю низ трусов вот таким швом, двойной иглой. Итак, низ трусов мы с вами обработали. Вот такая строчка у меня. С изнанки получается у меня вот так. Теперь осталось только пояс. Все, мы уже на финишной прямой. Если вы хотите трусы сделать с подгибом и внутрь резинку, то есть выкраивайте сантиметров на 8 больше, 8-7, потому что у вас будет загиб небольшой и снова загиб. И потом резиночку будете вдевать. Еще зависит от того, какой ширины вы резинку будете вдевать. Но, судя по опыту, лучше брать для мужских трусов широкую резинку. Вот у меня резинок много. Вот эта 3-сантиметровая. Скорее всего, я ее и буду пришивать. Вот это 2,5. Так, и вот это 2. То есть резинки бывают разные. Растяжимость у них тоже бывает разная. Вот у этой резинки всех лучше растяжимость. А у этой всех хуже. Итак, с помощью двойной иглы я прошила. Вот в кольцо сделала резиночку. Значит, этот шов у меня пойдет на заднюю часть трусов. Находим серединку трусов задней части. Вот она. И швом прикалываем. Итак, изнанку резинки соединяем с изнанкой изделия. Изделие примерно от края резинки скалываем на 0,7 сантиметров. 0,7 отступаем, скалываем, распределяя по всей окружности изделия. То есть у нас вот так вот получается. Примерно на 0,7. Это изнанка. Шов у резинки помещаем на заднюю часть изделия. И прошиваем на обыкновенной швейной машинке. Делаем длину стежка как можно больше. И при этом растягиваем резинку. Растягиваем. Прошили. Ручками растягиваем. Вот так вот. И далее отгибаем резиночку. Вот что у нас получится с изнанки. То есть шов будет внутри. Мы его с изнанки не увидим. И потом уже
делаем отстрочку зигзагом. Если у вас резинка черная, выбираем черную нитку. Сейчас хочу еще показать трусы, которые я сшила из лайкры. То есть покупая трусы за 170 рублей, за 150 и даже за 250 рублей, после первой стирки они приходят в негодность. Вот эти трусы из лайкры тоже не требуют предварительной обработки на оверлоке. Потому что это такая ткань, что кулирка, что лайкра, не осыпается. Вот такие. Носится с удовольствием. Растяжимость у такого материала хорошая, посмотрите. Так что шейте, это выгодно. Ну и приятный сюрприз и подарок мужчинам. Давайте с вами посчитаем экономическую выгоду от пошива трусов. Ну, примерно метр кулирки стоит от 500 до 700 рублей. Это в среднем за 1 метр. На трое трусов мне хватает 85 сантиметров. То есть 0,85 метров. Это, ну, возьмем в среднем 600 рублей за метр. Так, сейчас сосчитаю. Где-то 510 рублей у нас уйдет на 85 сантиметров. То есть 510 рублей мы потратим на трикотажное полотно, и из него получится трое трусов. 510 разделим на 3. У нас получается 170 рублей будет стоимость одних трусов. Ну, плюс метр резинки. Примерно 60 рублей стоит метр резинки. Добавим 60 рублей. То есть стоимость трусов 230 рублей. Хорошие трусы у нас сейчас в магазине стоят от 500 до 700 рублей. 230 рублей либо 700 рублей. Есть разница, как вы думаете?